На высоте более 3000 футов в горах Апалачей группа археологов проводила раскопки известняковых отложений. В процессе работы доктор Оливер Бенкрофт наткнулся на необычный объект, скрытый под слоем земли. Он заметил кристаллическое образование диаметром примерно в 1 фут с гладкой поверхностью, отражающей солнечные лучи. Это вызвало немалое удивление у исследователей, поскольку форма была слишком идеальной для естественного происхождения. При ближайшем рассмотрении внутри объекта просматривались загадочные узоры, которые не могли возникнуть в результате эрозии или других природных процессов. Археологи начали фиксировать находку, помещая объект в защитный контейнер. Продолжая раскопки, вскоре команда обнаружила еще 3 схожих артефакта, каждый из которых варьировался по размеру и форме, но все имели аналогичные кристаллические структуры и узоры. Эти находки вызвали большой интерес среди ученых. Начались обсуждения о возможном происхождении артефактов. Некоторые исследователи предположили, что они могут принадлежать к ранее неизвестной культуре. Другие даже выдвинули теории о внеземном характере этих объектов. Вскоре к месту раскопок стекались специалисты из разных областей. Геологи, археологи, историки и даже астрономы все стремились выяснить тайну загадочных предметов. На следующий день, прибыв на место, эксперты начали детальный анализ кристаллов. Попытки определить химический состав материала показали, что он не соответствует привычным минералам. Структура оказывалась крайне необычной, что подтверждало мнение о возможном древнем или даже внеземном происхождении находок. Местные СМИ быстро подхватили новость, и информация о раскопках распространилась по всему миру. Доктор Бенкрофт прокомментировал, что эти артефакты могут значительно изменить представление о древних культурах и истории человечества. С каждым днем интерес к находкам только возрастал. Каждый новый артефакт ставил под сомнение известные факты о прошлом и поднимал новые вопросы. Научное сообщество оказалось на пороге открытия, способного коренным образом изменить их понимание времени и пространства. Уже через несколько дней после обнаружения артефактов в горах Апалачей место раскопок превратилось в активный исследовательский центр. Десятки ученых и студентов со всего мира начали проводить анализы, обмениваться мнениями и обсуждать потенциальные значения находок. В одном из временных лагерей доктор Бенкрофт организовал встречу, куда пригласил специалистов разных направлений. Итак, загадочные кристаллы обрели свою популярность даже быстрее, чем коты в интернете. Если вам интересно, что археологи найдут дальше, возможно, инопланетян с плеер в руках, подписывайтесь на наш канал. А если хотите поддержать наш проект и помочь раскрыть еще больше тайн, не забудьте заглянуть в описание. Ссылка для доната там. Он предложил обсудить результаты первичных анализов и возможные гипотезы о происхождении артефактов. На встрече присутствовали эксперты в области археологии, геологии и физики. Каждый из них представил свои выводы. Доктор Лора Уилкинс, геолог, сообщила, что по ее оценкам кристаллы имеют уникальную кристаллическую структуру, которая не вписывается в известные образцы минералов, найденных на Земле. Она обратила внимание на необычные следы изотопов, которые указывали на метеоритное происхождение. Это заявление вызвало оживленную дискуссию. Доктор Эдвард Лин, археолог, сказал, что узоры на поверхности артефактов напоминают древние символы, но их интерпретация остается затруднительной. Он предложил провести сравнение с артефактами, найденными на других континентах, чтобы выяснить, не существуют ли подобные изображения в других культурах. Исследователи начали искать в своих архивах информацию о подобных находках. Вечером следующего дня к раскопкам присоединились представители местных властей и научных организаций. Они выразили поддержку проекту и предложили выделить средства для дальнейших исследований. Глава местного музея, доктор Эмили Кларк, заявила, что эти находки могут привлечь туристов и ученых со всего мира. Тем временем группа студентов-археологов начала составлять карту местности, где были обнаружены артефакты, и проводить дополнительные раскопки. Внезапно они обнаружили под слоем грунта еще один кристаллический объект, который по предварительным оценкам был значительно больше предыдущих. Объект был извлечен с осторожностью, и его размеры вызвали у всех присутствующих волну удивления. Когда артефакт был помещен в защитный контейнер, началась новая волна обсуждений.
Ученые задавались вопросом, сколько еще таких объектов может быть скрыто под землей и какого они возраста. Каждый новый артефакт добавлял загадки, но также и надежды на раскрытие тайн прошлого. Журналист из местной газеты, получивший доступ к раскопкам, начал писать статьи о находках, привлекая еще больше внимания к проекту. Статьи вскоре появились в различных научных изданиях и новостных агентствах, и интерес к открытиям рос с каждым днем. Неожиданные находки, растущее количество ученых и активное обсуждение гипотез создали вокруг раскопок атмосферу напряжения и ожидания. Каждый новый день приносил новые открытия, и научное сообщество с нетерпением ожидало дальнейших результатов анализов. Вопрос о том, что именно скрывала земля Апалачей, становился все более актуальным. В течение нескольких дней раскопки в горах Апалачей стали более интенсивными. Ученые разделились на группы, каждая из которых сосредоточилась на своей части исследования. Один из исследователей, доктор Ричард Смит, отметил, что почва вокруг артефактов кажется необычайно плотной, что может указывать на наличие скрытых объектов. Команда начала использовать специализированное оборудование для георадарного зондирования, чтобы выявить возможные аномалии под землей. В процессе работы они обнаружили участок земли, где георадар показал подозрительные формы. Группа решила провести раскопки в этой области, и вскоре им удалось извлечь еще несколько объектов, похожих на ранее найденные артефакты. Однако на этот раз кристаллы имели более сложную и запутанную структуру, что вызвало оживленные споры среди ученых. Доктор Бенкрофт предположил, что это может указывать на существование более сложной цивилизации, чем предполагалось ранее. Тем временем в лагере начали поступать сообщения о необъяснимых явлениях. Некоторые исследователи сообщали о странных звуках, доносящихся из недр, а другие утверждали, что чувствовали некое давление, исходящее от находок. Эти сообщения вызвали тревогу и недовольство среди членов команды. Некоторые из них начали сомневаться в безопасности раскопок и требовали прекратить исследования до выяснения ситуации. Когда информация о странных явлениях дошла до местных властей, они начали проявлять интерес к раскопкам. Но вместо поддержки местные чиновники выразили опасения по поводу безопасности и возможных экологических последствий. В результате команда археологов оказалась под давлением. С одной стороны, они стремились продолжать исследования, а с другой — чувствовали необходимость учитывать требования властей. В одной из ночных смен, когда раскопки продолжались, внезапно раздался громкий треск. Члены команды, находившиеся на месте, ощутили толчок, и земля под ними слегка дрогнула. Все бросились к месту происшествия, где в результате падения обломков открылся доступ к новой пещере, скрытой под землей. Доктор Бенкрофт и его коллеги, полные любопытства и страха, решили исследовать пещеру, вооружившись фонарями и средствами безопасности. Внутри пещеры их ждали неожиданности. Стены были покрыты странными символами, напоминающими ранее найденные узоры на артефактах. Доктор Лин, изучая эти символы, заметил, что они образовывали нечто вроде картины, которая могла рассказать историю. Тем не менее, понимание этой истории оказалось сложной задачей, требующей много времени и усилий. Каждый новый символ и рисунок поднимали множество вопросов, но оставляли еще больше тайн. Исследователи осознали, что их открытие, возможно, является ключом к разгадке не только происхождения артефактов, но и самой истории человечества. Однако напряжение нарастало. Многие члены команды начали паниковать из-за странных звуков и ощущений, исходящих из глубины пещеры. Конфликт между стремлением раскрыть тайны и страхом перед неизвестным становился все более ощутимым. Внутри пещеры исследователи начали активно документировать символы, обнаруженные на стенах. Доктор Лин, вооруженный блокнотом, записывал каждую деталь, пытаясь выяснить, есть ли между изображениями связь. Остальные члены команды с интересом обсуждали возможные значения, но внезапно внимание всех привлек резкий звук, доносящийся из глубины. Это вновь вызвало панику. Некоторые члены группы предложили немедленно покинуть пещеру, но доктор Бенкрофт настоял на том, чтобы продолжить исследование, ссылаясь на важность находок. На следующий день группа вернулась в лагерь, чтобы провести первичные анализы артефактов. Ученые разделились по направлениям. Химики, физики и археологи работали над различными аспектами находок. Ученые начали анализировать кристаллы, обнаруженные в первой группе находок, с помощью спектроскопии. Первоначальный анализ показал наличие незнакомых элементов, которые не были зарегистрированы в известных минералах. Доктор Уилкинс отметила, что это может быть ключом к разгадке природы предметов.
Тем временем доктор Смит продолжал исследовать геологическую среду. Он обнаружил, что вокруг находок есть слои, не соответствующие привычной геологии региона. Это открытие требовало дальнейшего изучения, и он выдвинул гипотезу о том, что эти артефакты могли быть занесены со стороны, возможно, через метеоритный удар. С увеличением напряжения в научной группе некоторые ученые начали высказывать сомнения в безопасности исследований. Участники, которые ранее были полны энтузиазма, начали опасаться последствий взаимодействия с артефактами. В частности, доктор Бенкрофт заметил, что некоторые не могли справиться со стрессом и решили покинуть проект. Это создало раскол в команде, и напряжение между различными группами усиливалось. В это время журналисты продолжали присылать запросы о комментариях к находкам. Один из репортеров, получивший доступ к данным о первых результатах анализа, опубликовал статью, в которой предполагал, что артефакты могут быть частью расширенной внеземной цивилизации. Эта статья вызвала бурную реакцию в научном сообществе и привлекла еще больше внимания к раскопкам. К вечеру, когда группа собралась для анализа собранных данных, они заметили, что в лаборатории, где проводились исследования, начали происходить странные вещи. Оборудование периодически отключалось, а некоторые образцы на мгновение теряли свою стабильность. Ученые стали беспокоиться о безопасности своих экспериментов и на фоне этого обсудили возможность приостановки работ. Доктор Бенкрофт, пытаясь сохранить командный дух, собрал всех в комнате для обсуждения. Он подчеркнул важность продолжения исследований и призвал коллег не поддаваться страху. Однако среди участников возникли расколы. Одни считали, что продолжение исследований может принести невероятные открытия, другие же настаивали на необходимости остановить работы до выяснения причин странных явлений. Это противостояние создало атмосферу напряженности и неопределенности, которая долго держала всех в напряжении. На следующий день после обсуждения безопасности исследований команда решила провести открытую презентацию результатов своих анализов. Доктор Бенкрофт собрал всех членов группы, включая тех, кто еще оставался в проекте, и пригласил к обсуждению открытия, которые могли изменить основу научных теорий о происхождении человечества. Участники собрания были полны ожидания, но в то же время ощущали нарастающее напряжение. Доктор Уилкинс представила результаты химических анализов, подтвердив, что в кристаллах содержатся элементы, не зарегистрированные в известных минералах. Она предположила, что это может указывать на связь с космическими телами, что обострило дискуссию о возможном метеоритном происхождении находок. Этот аргумент вызвал бурную реакцию среди археологов. Доктор Лин, пытаясь опровергнуть ее теорию, напомнил о том, что подобные находки могут принадлежать к ранее неизвестным цивилизациям, существовавшим на Земле миллионы лет назад. Между учеными началась жаркая дискуссия о том, что является более вероятным источником артефактов. В это время один из студентов, работающий над символами в пещере, обнаружил интересное совпадение. Некоторые из символов на стенах пещеры напоминали древние изображения, найденные в других местах мира, таких как Месопотамия и Южная Америка. Это открытие привело к новому витку обсуждений и споров. Некоторые утверждали, что это подтверждает идею о существовании древней глобальной цивилизации, другие же настаивали на случайности. Тем временем давление со стороны местных властей нарастало. После публикации статей в СМИ многие чиновники начали требовать остановки раскопок, указывая на возможные экологические риски. Это вызвало напряжение среди ученых. Те, кто поддерживал идею продолжения исследований, стали противостоять тем, кто был сторонником соблюдения предосторожностей. Споры привели к расколу в команде, что осложняло работу и создавало атмосферу недовольства. Внезапно на одном из заседаний доктор Бенкрофт заявил, что получил анонимное сообщение о том, что находки могут быть опасны для окружающей среды. Это известие стало шоком для всех. Наблюдая за реакцией коллег, Бенкрофт заметил, что много людей начали беспокоиться о последствиях дальнейших раскопок. Некоторые даже начали собирать вещи, готовясь покинуть проект. В это время, когда напряжение достигло своего предела, поступило предложение организовать пресс-конференцию, чтобы поделиться с общественностью информацией о находках и ответить на возникшие вопросы. Понимая, что противостояние с местными властями может привести к закрытию проекта, Бенкрофт согласился. Он надеялся, что открытость может помочь сохранить поддержку и привлечь внимание к возможным важным открытиям. На пресс-конференции присутствовали ученые, местные чиновники и журналисты.
Доктор Бенкрофт и его команда представили результаты своих исследований, обсуждая влияние находок на существующие теории о древних цивилизациях и возможном метеоритном происхождении артефактов. Однако вскоре после начала обсуждения началась новая волна вопросов и сомнений. Обострившиеся споры о безопасности раскопок и о том, действительно ли находки могут изменить представление о прошлом человечества, вновь подняли вопрос о целесообразности продолжения исследований. Каждый участник события оказался на грани конфликта, и атмосфера накалилась до предела. После пресс-конференции атмосфера в команде стала еще более напряженной. Доктор Бенкрофт, осознавая необходимость дальнейших исследований, организовал вторичную экспедицию в пещеру для более глубокого изучения символов. Члены команды, несмотря на страх и неопределенность, согласились продолжить работу, полные надежды на новые открытия. Группа вернулась в пещеру с улучшенным оборудованием и более детализированным планом. Каждый из исследователей был назначен на определенные участки работы. Одни занимались документированием символов, другие — геологическими образцами. Доктор Лин, вдохновленный предыдущими открытиями, предложил использовать фотограмметрию для создания трехмерной модели символов, чтобы лучше понять их связь. Во время работы один из студентов, Рэйчел, обнаружила, что один из символов на стене кажется необычно ярким по сравнению с другими. При более близком рассмотрении она заметила, что этот символ был выполнен с особой тщательностью, и его форма напоминала определенный ритуальный знак, известный в древних культурах. Это открытие стало предметом горячих обсуждений среди членов команды, и многие начали предполагать, что символ может быть ключом к пониманию ритуалов, связанных с артефактами. Тем временем в лаборатории продолжали поступать результаты вторичных анализов образцов. Химические тесты показали, что кристаллы содержат редкие изотопы, что усилило предположение о их внеземном происхождении. Одновременно доктор Уилкинс представила данные, которые указывали на возможное взаимодействие материалов находок с окружающей средой, что могло объяснить некоторые странные явления, наблюдаемые в ходе раскопок. Эти открытия усилили конфликт с местными властями, требовавшими остановить исследования из-за возможных рисков. Несмотря на это, команда была полна решимости продолжать исследования. Они начали разрабатывать план для дальнейшего анализа символов и их связи с находками. Исследователи сосредоточились на поиске аналогий в других культурах, чтобы понять, как эти древние символы могут быть связаны с историей человечества. Каждый новый день приносил новые улики и теории, но давление со стороны внешнего мира, а также внутренние расколы продолжали нарастать. Тем временем в лагере вновь появились журналисты, заинтересованные новыми открытиями. Доктор Бенкрофт, понимая, что общественное внимание может сыграть ключевую роль в поддержке проекта, согласился дать интервью. Однако во время беседы он заметил, что многие вопросы журналистов касались не только открытий, но и потенциальных опасностей, связанных с раскопками. Это привело к новому кругу сомнений и споров в команде. После интервью Бенкрофт собрал группу для обсуждения. Некоторые члены команды настаивали на том, чтобы обратиться к местным властям для заблаговременного получения разрешения на дальнейшие исследования, в то время как другие закликали продолжать работу, не дожидаясь одобрения. Конфликт между желанием раскрыть тайны прошлого и необходимостью соблюдать предосторожности продолжал нарастать. На горизонте появились новые угрозы. Местные экологические активисты начали организовывать акции протеста, требуя остановить раскопки. Это добавило еще больше стресса команде, и каждый член группы оказался перед выбором продолжать борьбу за истину или поддаться давлению общественности. Решение о будущем раскопок становилось все более неясным, и напряжение достигло своего апогея. Наконец пришли долгожданные результаты лабораторных тестов. Весь коллектив собрался в одном из временных помещений, где доктор Бенкрофт подготовил презентацию. На экране появлялись графики и таблицы, демонстрирующие результаты анализов, которые могли коренным образом изменить представление о находках. Доктор Уилкинс, ведущий исследователь в области химии, вышла на сцену первой. Она внимательно посмотрела на своих коллег и начала. Результаты анализов показывают, что в кристаллах содержатся редкие изотопы, ожидаемые только в метеоритах. Однако, что более важно, некоторые из них не совпадают с известными данными о метеоритах, найденных на Земле. В комнате послышались шепоты. Слова Уилкинс создали атмосферу ожидания и напряженности. Доктор Лин добавил:
Исходя из этих данных, мы можем предположить, что артефакты не просто метеоритного происхождения, а имеют сложную историю. Анализы показывают, что они подвергались воздействию температур и давлений, которые могут говорить о том, что они были частью некоего технологического процесса, неизвестного на Земле. Это заявление вызвало еще большее волнение. Теперь у ученых появилась основа для предположений о высокоразвитой цивилизации, которая могла создать эти вещи. Однако кульминация произошла, когда Рачиэл, студентка, работающая над символами, сделала новое открытие. Она собрала данные о том, как символы на стенах пещеры коррелируют с физическими характеристиками артефактов. «Посмотрите на это!» — воскликнула она, указывая на экран. На графике были представлены совпадения между формами символов и структурными характеристиками кристаллов. Это было шокирующим открытием. Символы, казалось, описывали процесс превращения материалов, который мог бы произойти только в условиях высоких технологий. В этот момент напряжение в комнате достигло апогея. Дискуссии и споры о том, что означают находки, снова вспыхнули. Некоторые считали, что это подтверждает гипотезу о внеземном происхождении. Другие же искали альтернативные объяснения, ссылаясь на возможность древних человеческих цивилизаций, обладавших технологиями, о которых никто не знал. Как только споры разгорелись, в дверь вошел доктор Смит с серьезным лицом. «У нас проблемы», — произнес он, и все взгляды устремились на него. Доктор Смит сообщил, что местные власти, услышав о результатах анализов, требуют немедленной остановки раскопок. Более того, он получил информацию о том, что протестующие собираются в крупной демонстрации, чтобы остановить исследование. Ситуация обострилась. Доктор Бенкрофт, осознавая, что противостояние с властями может обернуться катастрофой для проекта, предложил провести встречу с представителями местной администрации и активистами, чтобы объяснить важность находок и их возможное влияние на историю человечества. Но многие члены команды были против, опасаясь, что их открытия могут быть неправильно интерпретированы или использованы во вред. В этот критический момент, когда конфликт между стремлением к открытиям и давлением со стороны общества достиг своего пика, все присутствующие почувствовали, что история, которую они пытались рассказать, может быть потеряна навсегда. Каждый из них оказался перед выбором – продолжать борьбу за истину или поддаться внешнему давлению. Напряжение в комнате нарастало, и каждый ждал решения, которое определит судьбу их исследований и может оказать влияние на будущее человечества. После встречи с местными властями и активистами, где доктор Бенкрофт пытался объяснить важность находок, напряжение в команде увеличилось. Протестующие угрожали остановить исследования, если не будет предоставлено больше информации о безопасности раскопок. В это время ученые в лаборатории продолжали обсуждать результаты анализов, и каждое новое открытие лишь добавляло масла в огонь споров. Вскоре Бенкрофт организовал видеоконференцию с известными учеными и исследователями со всего мира. Он надеялся, что их мнения помогут пролить свет на находки и успокоят общественность. На конференции присутствовали эксперты в области астрофизики, археологии и геологии. Каждый из них стремился высказать свою точку зрения о значении артефактов. Доктор Уилкинс представила данные о химическом составе кристаллов, а доктор Лин показал результаты сопоставления символов с ранее известными артефактами из разных культур. Это открытие вызвало бурную реакцию. Один из участников конференции, профессор Хан, известный своим исследованием древних цивилизаций, заявил, что подобные символы могли означать универсальный язык, который использовался высокоразвитыми культурами на протяжении веков. Это заявление взбудоражило аудиторию и вызвало новые споры. Тем временем Рэйчел, изучающая символы, продолжала анализировать их и вскоре сделала новое открытие. Она обнаружила, что некоторые символы представляют собой не только знаки, но и математические выражения. Это подтверждало теорию о том, что артефакты могли принадлежать цивилизации, обладающей пониманием науки и технологий на уровне, недоступном большинству современных культур. Как только она озвучила эту мысль, внимание всех участников конференции переключилось на нее. Доктор Бенкрофт, воспользовавшись моментом, предложил собравшимся провести совместные исследования для более глубокого понимания находок. Он вскоре приобрел сторонников среди коллег, но нашел и противников. Некоторые ученые были настроены скептически, считая, что необходимо больше исследований, чтобы подтвердить теории о внеземном происхождении артефактов.
Это вызвало ухудшение атмосферы на конференции. Споры вспыхнули вновь, и каждый участник отстаивал свою позицию с не меньшим рвением. В это время поступила информация о том, что протестующие объявили о планах провести массовую демонстрацию у лагеря археологов. Ученые начали осознавать, что их работа может быть под угрозой, если общественность не примет их находки. Это стало для них последним толчком к действию. Они решили провести открытое мероприятие, на которое пригласили местных жителей, активистов и журналистов, чтобы продемонстрировать артефакты и объяснить их важность. В день мероприятия, когда публике представили результаты исследований, атмосфера была напряженной. Каждый новый артефакт, каждый факт вызывали острые обсуждения. Артефакты были выставлены на обозрение, и жители города могли увидеть их своими глазами. Бенкрофт, обращаясь к толпе, объяснил, что находки могут изменить представление о человеческой истории и даже о нашем месте во Вселенной. Однако, когда ученые начали делиться своими выводами, один из протестующих, ранее активно выступавший против раскопок, взорвал ситуацию, заявив, что это просто уловка, направленная на подрыв доверия к научному сообществу. Толпа разделилась на группы, и напряжение нарастало. В этот момент все поняли, что дальнейшее развитие событий может определиться не только научными выводами, но и общественным мнением о находках, и вся их работа может оказаться под угрозой. Это создало кульминационный момент, в котором каждая сторона была готова отстаивать свои интересы в условиях нарастающего конфликта. Когда собрание в лагере достигло своего апогея, доктор Бенкрофт осознал, что это не просто момент для объяснения находок, но и возможность для диалога. Он сделал шаг вперед и обратился к толпе. «Мы не только археологи, мы исследователи истории. Эти артефакты могут изменить наше понимание прошлого и самих себя». Его уверенные слова начали успокаивать толпу. Рахаэл, вдохновленная своим открытием с математическими символами, подошла к микрофону. Она объяснила, как найденные кристаллы и символы могут быть связаны с научными концепциями, известными только современным ученым. «Эти находки могут стать мостом между прошлым и будущим», — сказала она, что привлекло внимание слушателей. После презентации артефактов и научных данных часть протестующих смягчила свою позицию. Они увидели ценность открытий для понимания древних культур и своего наследия. Это понимание положительно сказалось на атмосфере в лагере. С течением времени археологи начали разрабатывать совместные проекты с местными университетами и организациями. Это сотрудничество укрепило поддержку среди населения и сняло напряжение. Местные власти, заметив положительные изменения, стали более открытыми к сотрудничеству. Результаты раскопок и исследования вскоре нашли свое место в научных публикациях. Находки оказали заметное влияние на различные дисциплины, от археологии до астрофизики. Сообщество стало активно обсуждать возможность существования древних цивилизаций с высокоразвитыми технологиями, что подтолкнуло ученых к новым исследованиям в других регионах. Как вы думаете, что еще могут скрывать эти горы? Может, древние цивилизации уже запасаются Wi-Fi для будущих археологов? Если вам нравится наше творчество, и вы хотите поддержать дальнейшие исследования, просто загляните в описание или наведите камеру на QR-код на экране. Каждая ваша поддержка — это шаг к новым открытиям. Доктор Бенкрофт, осознав, что их работа привела к изменениям в научном сообществе, понял важность преодоления испытаний. Раскрытие тайн прошлого стало необходимостью для понимания своей идентичности и места в мире. В конечном итоге находки в горах Апалачии стали символом единства науки и общества. Каждая находка была шагом к новым знаниям, и история, которую они пытались рассказать, продолжала жить в научных работах и сознании людей. История об артефактах оставила след в памяти зрителей, став не только документом о древних цивилизациях, но и вдохновением для тех, кто верит в силу знаний и их влияние на человечество. Каждый новый вопрос, который возникал, стал поводом для дальнейших исследований и открытий. Современное общество оказалось на пороге новой эры, наполненной возможностями и открытиями, которые только начинались.